девчонки и 15% мальчиков, судя по статистике. Вы на канале Мари Россо. Знаю, что вы успели соскучиться, ровным счетом, как и я. Некоторые даже спрашивали меня, где же я пропала и все ли хорошо. Да, все в порядке, спасибо. Поверьте, не было ни дня, чтобы я не плела, не снимала, монтировала, не готовилась к нашим следующим проектам. Постоянно заказываю новые материалы, новинки, заказала даже новый манекен. Очень его жду. Будем распечатывать и смотреть вместе. И более того, где-то 4 проекта висят в воздухе. По той простой причине, что весь контент моего канала мы обрабатываем сами. Каждая картинка, иллюстрация, схема, видео, каждый трек — это авторское произведение, написано специально для этого канала. Это все работа моего талантливого мужа. С малой частью его работы вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании этого видео. Именно поэтому для нас так важна поддержка в виде лайков, комментариев, подписок, вы сами понимаете. Я немножко выговорилась, и мы можем переходить к теме сегодняшнего видео. А сегодня мы соберем целых 2 изделия для моей мамы. Колье из черных бусин с вкраплением темно-зеленых граненых бусин, с невероятно красивой акцентной металлической подвеской посредине. И второе изделие — это бусы. Соберем мы их из интересных стеклянных бусин с градиентом внутри и дополним жемчугом и металлическими золотыми точенными бусинками с бисером. Итак, в первом колье у меня 5 разновидностей бусин. Они у меня давно, то ли с какого-то браслета, то ли из микса бусин. Подвеску я покупала в магазине творчества. Они в одном стиле, но разного диаметра. Вот здесь появится подсказка. Большой диаметр 18 мм. Их понадобится 6 штук. Следующие чуть поменьше, 15 мм. Их нам понадобится 16 штук. Третий диаметр 14 мм. Всего лишь на 1 меньше, чем предыдущие. Их нужно будет 8 штук. И самые маленькие 10 мм. Их понадобится больше других. 28 штучек. И изюминка этого украшения — темно-зеленые граненые бусинки 12 мм. Да, они зеленые, просто такой обман зрения, и кажутся они черными. Таких нам понадобится 10 штук. Для нашего с вами удобства я нарисовала набросок, по которому нам будет гораздо проще отследить закономерность нанизывания бусин, то есть их последовательность размеров и так далее. Приятного просмотра! Начинать колье буду с самыми маленькими бусинами. За ними 4 штуки вторым размером. Дальше подключается 3-й размер, и ближе к кулону самые крупные. Такими паутинками обозначены граненые бусинки, а также кулон. Бусины в этот раз не круглые, а дискообразные, если можно так сказать. Еще понадобятся застежки. У меня черные с зажимом. Ножницы. Леска, буду использовать диаметр 0,45 мм, плотная. И плоскоупцы для установки застежек. Это все, что нам понадобится. Отмеряем 120 см лески. Берем первую часть застежки, обхватываем ее леской вокруг ушка. И плотно прижимаем края этой книжечки, чтобы обеспечить фиксацию лески. Мне понравился данный метод закрепления. Надежно и красиво. Теперь маленькими, первым размером, набираем 9 бусин. Разделим одной граненой и добавим еще 5 маленьких. Иглу я не использовала, достаточно удобно работать с леской этого диаметра. Если у вас будет тоньше или сложено вдвое, для удобства работы игла все же понадобится. Набрала 9, спускаю по леске. И прячем вот этот хвостик внутрь бусин. Красота! Набираем одну граненую, у нее очень красиво переливаются грани. И что интересного, она кажется черной, пока не попадает на свет. Так-то она зеленая. И снова нанизываем 5 маленьких бусин. Спускаем. Дальше снова мерцающая граненая. Следующее звено состоит из 4 бусин второго размера. Набираем.
и к ним же граненую. Работать с ними одно удовольствие. Такие себе хамелеончики. Невозможно насмотреться. Переходим на третий размер бусин. Нужно будет сделать 2 звена по 4. То есть набираем 4, разделительное, и еще раз нужно повторить 4. Все как на схеме. И вот мы подошли к самым крупным. Набирать будем 3. Кулон. Ну а затем все повторяется. Нанизываем 3 больших и проходим через ушко кулона. Мне уже очень нравится. Подобных украшений я еще не делала. На этом моменте пришел помощник и также вложил свою энергетику в украшения для бабули. Крайние бусинки есть. Нам осталось только закрепить застежку. Берем вторую часть застежки и леской обхватываем ушко. Все как мы делали с первой частью. Единственное отличие, что нужно держать леску в натяжении. Я зажимаю первую сторону, еще раз подтягиваю хорошенько леску и затем загибаю плоскоупсами вторую сторону. Мне нравится плотность изделия, которую удалось достичь. Леской возвращаемся через все бусины ряда, пока это позволяет сделать длина лески. И затем просто отрезаем. Посмотрите, как аккуратно смотрятся такие застежки. Быстренько покажу, как выглядит на теле, и большой обзор будет в конце видео, как всегда. На минуточку отвлечемся. Хочу, чтобы вы разделили вместе со мной эту радость. Для кого-то это мало или много, покажется глупым, но для меня это важно. На канале Мари Россо уже 50 000 подписчиков. Спасибо, что со мной. И не так давно, в марте этого года, под одним из видео число просмотров перевалило за 1 миллион. Ну и, конечно же, это не может не радовать меня и не мотивировать на новые свершения. А сейчас мы переходим ко второму изделию – бусы. Для этого изделия буду использовать бусины покрупнее. Их понадобится 11 штук. Они стеклянные и с градиентом внутри, как и вторые, что поменьше. Таких бусинок нам понадобится 50 штук. Диаметр у них 6 мм. Когда бусины красивые сами по себе, не нужно придумывать велосипед. Уже просто нанизав их на иглу, они смотрятся самодостаточно. Но мы все же разбавим жемчугом, такой же приплюснутой формы, как в первом нашем изделии. Понадобится 14 штучек. А еще выбирала золотые среди пластиковых и металлических. И, конечно же, остановилась на металлических, потому что не могу рисковать в этом изделии, зная, что пластик может облезть. А под низом окажутся обычные разноцветные бусинки. Нет, ну вы видели такое? Ну и визуально эти металлические точенные бусины очень дорого смотрятся. А еще для переходов будем использовать бисер прозрачного и коричневого цвета. Фурнитура в этом изделии будет золотого цвета, под бусины. Понадобятся ножницы, бисерная игла и нить для бисероплетения. У меня она также бежевая, под цвет материалов. Отмеряю длинную нить, чтобы, сложив ее пополам, получилось не менее 1,5 метра. Складываем концы вместе, определяем центр нити. Пропускаем ее через ушко застежки карабина. Обхватываем концы нити, создавая петлю. Продеваем нить в иголку и еще несколько раз проходим в ушко застежки,
закрепляя узелком. Все как на видео. Закрепили надежно. Нанизываем бисер. Прозрачная, коричневая, прозрачная. Такая комбинация бисера будет постоянно повторяться. Затем набираем маленькую бусину. После нее снова бисер. Прозрачная, коричневая, прозрачная и снова бусинка. 3 бисера, бусина. Снова 3 бисера, затем бусина. Вначале повторяем так много раз, пока не наберем 16 бусин. И вот я набрала 16 бусин. Пересчитываем. После бусин должны идти 3 соединительные бисерины. И затем уже идут другие бусинки. Нанизываем жемчужную и золотую. Ой, как красиво! Протягиваем. Теперь в ход идут большие бусинки также. Нанизываем одну, затем золотую и снова большую. И к ним же золотую и жемчужную. Смотрите, получается такой себе узор, где золотые бусинки выступили как разделительные. Набираем бисер и 3 маленькие бусины. Затем набираем повторно весь этот блок, начиная с бисера. Бисер, жемчуг, золотая, большая, жемчуг. Вот так вот красиво получается. И заканчиваем бисером. Теперь снова 3 маленькие бусины, бисер. И новое звено будет практически как и перед этим, только по центру 1 большая бусина вместо 2. Спускаем по нити. И нужно повторить то же самое. Есть! Это экватор нашего украшения. Вот это соединение уже центр. Все, что останется, набрать в зеркальной последовательности. То есть вот наши бусы. Мы будем набирать одно звено с большой бусиной по центру, 2 звена, в которых 2 больших бусинки по центру и в конце 16 маленьких бусин. И встретимся с вами на застежке. Все бусины уже набраны, и украшение заиграло сполна. Осталось закрепить вторую часть застежки – цепочку для регулировки посадки. Проходим в крайнее колечко цепочки и создаем петлю, в которую проводим нить. Это действие повторяется несколько раз, дабы прочно закрепить узелки. Хорошенько подтягиваем нить. И точно так же, как мы делали в первом изделии, возвращаемся нитью через бусины с бисером. И обрезаем лишнее. Все, наши бусы готовы! Застежка очень органично вписалась в цветовую гамму. Я довольна результатом. И спойлер следующего видео.
Мы с вами сделаем роскошную сумочку с перьями, подкладкой, с трендовой формой дна, как в Balenciaga. И вас ждут еще кое-какие плюшки от меня. Дождитесь, это будет вау! Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.